Опасные воротники, шокирующие компоненты вместо стирального порошка, плотяные насекомые и простудные заболевания. Вот реальная изнанка старинных пастерушек в Европе. Привет, друзья! С вами канал о моде и не только. Сегодня у нас максимально бытовая, но невероятно увлекательная тема – история стирки. Мы поговорим о том, как отбеливали одежду, чем крахмалили воротники и почему белая рубашка была главным символом богатства. Давайте начинать. В XVI веке, после тяжелой эпидемии, европейские врачи пришли к выводу, что вода – это главный источник заразы. Медицина утверждала, что горячая вода открывает поры, и через эти отверстия в тело беспрепятственно проникает зараженный воздух и неизлечимые заболевания. В итоге людям запретили мыться. Даже короли и придворные не принимали ванны месяцами. Они просто протирали лицо и руки тканью и использовали парфюм. Но надо признать, ванны все же принимали, но в лечебных целях и только по назначению врача. Хотя и были люди, которые не слушали врачей и принимали ванну для отдыха. Однако количество общественных бань уменьшилось намного. В таких условиях появилась особая концепция. Чистоту тела стали определять не по чистоте кожи, а по чистоте нижнего белья. Белая льняная рубашка была как своеобразный фильтр, который должен был впитывать в себя весь пот и кожное сало, чтобы не пачкать верхний слой одежды. Если рубашка чистая и свежая, значит человек чист, опрятен и благороден. Аристократы меняли белье по несколько раз в день. Так они демонстрировали окружающим, что у них есть деньги и на покупку огромного количества рубах, и на оплату труда тех, кто их очищает. Стирка тогда была самым тяжелым процессом в домашнем хозяйстве, и проходила она совершенно по-разному, в зависимости от достатка. Купцы, чиновники и успешные ремесленники не стирали вещи каждую неделю. Это было слишком дорого и отнимало много ресурсов. Вместо этого они владели запасами белья. Горы грязных рубах, наволочек и простыней копились в специальных сундуках. Чем богаче была семья, тем больше у нее было запасного белья, и тем реже приходилось устраивать стирку. Таким образом, 2 раза в год, обычно весной и осенью, устраивали масштабную стирку, которая длилась несколько дней. Называли это мероприятие «Великой стиркой». Если у вас возникает вопрос, зачем копить белье столько дней, то ответ в том, что главной проблемой для частой стирки была стоимость топлива. Чтобы нормально отстирать и отбелить вещи, требовалось огромное количество кипятка, а дрова и уголь тогда стоили дорого. Поддерживать огонь под медными котлами сутками напролет было серьезным ударом по семейному бюджету. Кроме того, само мыло долгое время облагалось высоким государственным налогом и считалось предметом роскоши. Семьям было просто выгоднее один раз потратиться на большой гардероб, чем постоянно расходовать дрова и мыло. Традиция устраивать масштабную стирку начала исчезать только в XIX веке с появлением водопровода, коммерческих прачечных и мыльного порошка и, наконец, первых механических стиральных машин. А как выкручивались бедняки? У обычных рабочих и крестьян денег на сундуки с дорогим льном, конечно, не было. Большинство из них владели всего одной, максимум двумя рубахами. Их носили неделями, месяцами, не снимая. Ткань становилась серо-черной от пота, копоти и уличной грязи, постепенно грубее от жира. В такой одежде массово заводились паразиты, что приводило к вспышкам опасных инфекций. Если бедняк все-таки решался постирать свою единственную вещь, это превращалось в ритуал, который историки называют стиркой субботнего вечера перед воскресной мессой в церкви. В субботу поздно вечером, после работы, женщины полоскали рубашки мужей и детей в ледяной реке. Ткань просто отбивали камнями на берегу ручья, чтобы сбить верхний слой грязи. Тратить дрова на кипячение воды они не могли. Топливо строго берегли для приготовления пищи и обогрева. После этого рубаху вешали сушиться крошечного очага. В холодное время года вещи не успевали просохнуть за несколько часов. В воскресное утро человек надевал на себя влажную холодную одежду и шел на многочасовую службу в неотапливаемую церковь. Цена такой вынужденной опрятности была высокой.
люди массово заболевали тяжелыми воспалениями, которые часто имели печальные последствия. Для наемных прачек или служанок этот процесс был связан с постоянным контактом с агрессивными веществами. Бывших куртизанок, живших в приютах для реабилитации, отправляли работать в прачечные. Стирка была выбрана не случайно. Это был самый тяжелый, грязный и изнурительный труд, который метафорически символизировал очищение грешной души. Приюты, в основном управляемые католическими монахинями, быстро превратились в прибыльный коммерческий бизнес. Они бесплатно использовали труд женщин, стирая белье для отелей, армии, тюрем и богатых семей. Женщины постоянно работали в сырости и вдыхали ядовитые испарения, из-за чего страдали хроническими болезнями легких. Кожа на их руках трескалась, в раны попадала инфекция, вызывая глубокие, незаживающие язвы. Поскольку покупное мыло экономили, главным очищающим средством веками выступала забродившая человеческая урина. Ее собирали в специальные бочки и настаивали. Содержащийся в ней аммиак эффективно расщеплял застарелый жир на воротниках и помогал отбеливать лен. Эту жидкость кипятили в больших баках вместе с бельем, из-за чего в помещениях прачечных стоял удушливый запах. Другим популярным средством был щелок – концентрированная смесь древесной золы и кипятка. Этот раствор разъедал грязь на ткани, но при этом сильно повреждал кожу на руках. Женщины часами перемешивали белье в кипящих котлах огромными деревянными веслами. Плотный лен или конопляная ткань, намокнув, становились крайне тяжелыми. Прачки вручную отжимали его и тащили к водоемам для полоскания. Для стирки вещей аристократов использовались куда более дорогие и качественные компоненты. Тончайшие льняные рубашки знати стоили целое состояние, поэтому их старались беречь и очищать деликатными по меркам тех эпох способами. Вот что входило в арсенал прачек в богатых домах и королевских дворцах. Дорогое импортное мыло. В то время обычные люди не могли позволить себе мыло из-за огромных государственных налогов. Например, в Англии был налог на мыло. В аристократических домах его использовали активно. Для тонкого нательного белья покупали элитное кастильское мыло на основе оливкового масла. Его везли из Средиземноморья. Или высококачественное белое мыло из тщательно очищенных животных жиров. Оно хорошо пенилось, бережно очищало ткань и не оставляло резкого запаха. Следующее средство – это был очищенный щелок. Основным методом отбеливания рубах и простыней в 16-17 веках был процесс бучения. Белье укладывали слоями в огромные чаны, накрывали специальной тканью, посыпали чистой древесной золой и заливали кипятком. В богатых домах для этого жгли только качественные дрова, например, ясень или дуб. Зола хвойных или смолистых деревьев была под строгим запретом, так как смола могла навсегда испортить лен с серыми или желтыми пятнами. Следующее средство – синька для благородного оттенка. Чтобы воротнички и манжеты ослепительно сияли на солнце, прачки использовали синьку – порошок на основе натурального индиго или измельченной синей кобальтовой смальты. Это перетертое синее стекло. При финальном полоскании синька нейтрализовала естественную желтизну застиранного льна, придавая ткани холодный, слегка голубоватый светящийся оттенок, который считался признаком высшего общества. Еще одно средство – пшеничный крахмал для формы и защиты. Чтобы воротники, манжеты и огромные гофрированные воротники идеально держали форму, их обрабатывали крахмалом. В 16-17 веках использовался исключительно пшеничный крахмал. Более дешевый картофельный и рисовый крахмал стали массово использовать гораздо позже, уже в XIX веке. Крахмаление выполняло не только эстетическую функцию, но и практическую. Оно создавало на ткани защитную пленку. Грязь и пот оседали на слое крахмала, не въедаясь в нити льна, благодаря чему при следующей стирке одежда легче очищалась. И, наконец,
использовались травы и парфюмерные эссенции. Поскольку в прошлые века аристократы редко мыли тело водой, чистота во многом воспринималась через обоняние, и одежда должна была пахнуть безупречно. После сушки на солнце белье обязательно обкладывали сушеной лавандой, цветами роз, корнем фиалки или сбрызгивали ароматическими маслами перед тем, как убрать в сундуки. А как же забродившая урина? В больших аристократических поместьях ее действительно использовали, но прачки строго разделяли белье. В аммиачных чанах стирали только тяжелые грубые ткани, например, шерстяные одеяла, ливреи слуг, конские попоны или плотные кухонные занавески, где нужно было эффективно удалить животный жир. Дорогие рубашки, съемные воротники хозяев из деликатного льна в урину никогда не окунали, чтобы пористая ткань не впитала запах. Если же дело касалось нарядов, которые невозможно было просто постирать, использовали другие методы. Например, платье из шелка посыпали тальком, а затем стряхивали этот порошок, тем самым удаляя запах с одежды. Шерстяные наряды посыпали различными веществами в зависимости от цвета ткани, а затем также встряхивали. Обычно использовались кирпичная пыль, мелко измельченный древесный уголь, кукурузная мука или меловая пыль. Эти вещества должны были впитать запахи как человека, так и окружающей среды, а также некоторые пятна. Если это было жирное пятно или что-то, что могло закрепиться на ткани, его обрабатывали мылом. В XIX веке в моду вошел съемный жесткий воротничок. Это казалось практичным решением. Зачем стирать всю рубашку целиком, если можно просто отстегнуть воротник и манжеты, которые пачкаются быстрее всего, почистить их и пристегнуть обратно. Чтобы добиться идеального белого цвета, в прачечных начали массово использовать хлорную известь. Она отбеливала нити за считанные минуты, но при этом разрушала структуру самой ткани и сильно раздражала дыхательные пути прачек. Воротнички крахмалили настолько, что в них невозможно было наклонить шею. Обладатель такого воротника демонстрировал, что ему нет нужды нагибаться и работать физически. Кроме того, у тучных мужчин воротник скрывал второй подбородок. Именно по этой причине его особенно часто использовал располневший Георг IV. Такой воротник подвязывался черным или белым шейным платком. Именно эти воротники в Европе прозвали «фатер-модер», то, что отправило отца на тот свет, если перевести дословно. Свое название воротник мог получить за свои опасные для жизни неудобства и тесноту. К тому же ходили байки, что вернувшийся домой сын бросился обнимать отца, и острый конец воротника попал в глаз отцу, и тот вскоре ушел из жизни от инфекции. А еще мужчина мог уснуть в кресле после тяжелого дня или употребления алкоголя. Его голова опускалась на грудь, жесткий накрахмаленный воротник врезался в шею, пережимал сонные артерии или перекрывал дыхание, после которого человек уже не просыпался. А также жесткие острые края воротника при каждом повороте головы непрерывно натирали кожу шеи. В мелкие порезы и царапины моментально проникали бактерии. В эпоху до изобретения антибиотиков обычное натирание на шее быстро перерастало в опасные воспаления с трагическим финалом всего за несколько дней. И этот бытовой кошмар продолжал себя еще долго, если бы не расцвет технологий в XIX веке. В 1851 году американец Джеймс Кинг запатентовал устройство для стирки. Это была рифленая доска. Со временем разные ученые-конструкторы стали изобретать барабанный механизм и механический отжим. А в 1874 году Уильям Блэкстоун конструирует компактный аппарат в подарок жене и запускает серийное производство ручных деревянных машин для домашнего использования. Также в 1860-х годах появились патенты на использование кристаллического карбоната натрия, то есть соды, для отстирывания сложных загрязнений. Это был прародитель стирального порошка. Ну что, друзья, интересно получается, да? Вещь, которую мы сегодня считаем абсолютной базой гардероба, когда-то была мощным маркером статуса.
Белые воротники на старых портретах — это ведь не совсем про чистоплотность. Она без слов говорила окружающим: «Я не работаю руками и могу оплатить чужой тяжелый труд». Собственно, именно отсюда и пошло знакомое нам выражение «белые воротнички». Так мы сейчас называем офисных работников, которые не заняты физическим трудом. Вот только в прежние времена этот статус обходился людям гораздо дороже. А на этом пока все, друзья. Буду очень признательна за ваши лайки и подписки. Включайте уведомления. И до встречи в следующих видео.